Приветствую! Все, что вы узнали из различных гайдов и все, что запомнили из моих, пригодится здесь и как никогда актуально. Некоторые моменты я буду пояснять либо очень кратко, либо вообще не пояснять именно по этой причине. Оговорюсь, что показанная станция не более чем действующий пример. Строить или не строить – личное дело каждого. Самое главное – некоторые типовые решения. Ознакомимся с некоторыми параметрами. Длина станции от входного до входного составляет всего лишь 2 км 800 метров в игровом масштабе. В наличии 5 парков с общей численностью главных приемо-отправочных путей 64. Парки А, Б, В, Г и Д. Полезная длина пути во всех парках, кроме парка Б, составляет 320 метров. В парке Б полезную длину можно было бы считать равной 960 метрам, но в силу механики игры эта длина разбита на 3 равные части. Еще раз оговорюсь, что у меня максимальная длина поезда 320 метров, исходя из этого все остальные размерности. Короче этой длины и даже локомотив резервом спокойно катается при таком подходе. Если у вас максимум длина поезда 240 метров или любая другая, стройте исходя из этого. Главный принцип прост. До этой размерности поезд может быть любой длины и даже ей равен, но ни при каких обстоятельствах быть больше. Если больше, делайте ставки, заключайте пари, через сколько зашьетесь. Это вопрос времени. 3 парка построены на основе 7 игровых станций. Парк Б состоит из одной пассажирской и 2 малогрузовых. Парки Г и Д из 4 грузовых на 8 путей каждая. Г и Д выполняют всю грузовую работу. Также есть имитация маневровой работы, что крайне не нравится механике игры. Это объясню впоследствии. Парк Б выполняет работу с почтой и пассажирами. И здесь задействованы 3 станции, расположенные последовательно, но они объединены общими горловинами, и это один единый парк. Всего здесь 6 путей. Да, я не считаю заглавные приемо-отправочные такие пути, которые по факту замаскированные депо. Цифра 64 озвучена с учетом этого факта. Основная хитрость этого парка в механике игры. Грузы и пассажиры могут разгружаться как на пассажирских, так и на грузовых станциях. Отчасти циничная формулировка по отношению к пассажирам. Электрички не рассматриваем. Как и то, что на линии переменный ток. За неимением гербовой. Надеюсь, вы поняли. Прочувствуйте момент и всю читерскую сущность такого строения. Поезд с одного из направлений прибывает на пассажирскую платформу, разгружает часть почты и осуществляет посадку-высадку пассажиров. Проехав всего ничего и остановившись на почтовой платформе, часть пассажиров сходит, а почта в полной мере разгружается-загружается, после чего поезд едет в другой город. Станции можно использовать любые, мне просто нравятся эти, причем у малое множество настроек. Парки А и В имеют схожее назначение. В 4-м гайде, в самом конце, я показал прием по разбивке потока маршрутов на части. Здесь тот же самый принцип. Как пример, парк А. Всего 8 путей. Здесь завязано порядка 20 маршрутов. Если взять в среднем на маршрут 4 поезда, в целом мало, но на пределе двухпутного перегона. Основная задача парка А – это обслуживание 2 заводов, разбитие потока на 3 части, а также сведение маршрутов со станции в один единый поток. Немного более детально. Весь поток поездов с перегона разбивается на 3 части. Отсеиваются пассажирские, проходящие, почтовые. Они следуют далее по главным путям парк В. Грузовой дробится на 2 части на 2 пути. Обратите внимание, что входящий поток не имеет съезда, в отличие от выходящего. Это разделение помогает одновременно принимать и отправлять поезда. Простым языком, параллельные операции. Если сделать отсылку на Реал, то это разные элементы станции, и такое решение повышает пропускную способность. Профы можно посмотреть, загуглив суточный план-график. Да, и я неоднократно упоминал элементы станции. Кроме светофоров установлены маршрутные точки для более удобного планирования маршрутов. Особняком идет путь для обслуживания 2 заводов. Здесь устроено двухстороннее движение, имеются глухие пересечения и однопутный участок. Обратите внимание на расположение светофоров. Про их особенности я уже рассказывал, здесь только объясню, почему именно так. Находясь у маршрутного светофора, поезд будет ждать, пока не освободится весь путь, включая станционный. Этот светофор игнорируется. Также маршрутный будет закрыт, если эти 2 участка будут заняты.
При выезде с парка Г поезд подъезжает к этому светофору, и если два участка свободны, он двигается дальше. В свою очередь, эти маршрутные блокируют поезда по главному ходу. Что будет, если этого светофора не будет? Самое первое, этот поезд будет очень подолгу стоять в парке Г. Второе, все поезда на главном ходу будут стоять и ждать, пока поезд из парка Г не переедет в парк А. А это достаточно долго. Тот же принцип и с перекрестным съездом, расположенным между парками А и Г. Между парками Г и Д немного иначе. Станции, входящие в состав этих парков, имеют обозначение Г1, Г2, Д1 и Д2. Соответственно, есть 4 маневровых маршрута. Помимо этого есть проходящий поезд. Установлено 3 маневровых светофора, которые в принципе и регулируют движение между этими двумя парками. Если бы не было проходящего поезда, тогда стояло бы 4 маневровых. Но маршрут проходящего и маневрового Г1, Д1 используют одни и те же элементы станции, и в случае 4-го маневрового светофора упрутся друг в друга. Все остальное, в принципе, аналогично и стандартно, в каких-либо пояснениях не нуждается. Можно не изгаляться с маневровыми маршрутами, а большую часть сделать напрямую, что в какой-то степени даже лучше, так как игра очень тяжело работает с сложными маршрутами в 2-3 этапа. Ломаются они не просто легко, а очень легко. Я свое умудрился сломать, поставив по ходу игры мод на уменьшение дыма. В принципе, такие большие станции пока не имеют смысла. На средней карте и с новой индустрией я так и не смог ее загрузить полностью. Ждем с очередного расширения новой индустрии. Строить или не строить подобное – личное дело каждого. Количество парков и путей не является постоянной величиной. Все зависит от конкретной ситуации и задачи. В следующем видео будет немного про маршруты, немного математики. Я знаю, многих смущает скорость, а также ответы на вопросы, если они появятся. Кстати, города прекрасно набирают 3-3,5 тысячи жителей, даже если не возить ничего, кроме пассажиров. Но это тематика совершенно другого видео. А на этом все. Спасибо за просмотр. Удачи!